Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу поговорить о проекторах. Я с детства окружена проекторами. Проекторы есть в моей семье. Близкие подруги были мои проекторы. Сын у меня проектор, окружение на работе. Я очень хорошо чувствую их ауру. Это такой взгляд пронизывающий такой, как глаза, как лазеры. Очень сложно не почувствовать. Раньше я очень часто обижалась на проекторов. Мне казались они такие очень холодные. И да, несмотря на то, что даже если они были эмоциональные проекторы, тоже мне казались такие очень холодные. И сейчас я знаю дизайн человека, и я, конечно, поняла, что дело тут не в холодности, а в ощущении, что я могу сделать для них больше, чем они для меня. От этого была моя обида. Сейчас, конечно, я понимаю их механику и понимаю, что они не могут сделать столько для меня, сколько я, как генератор, могу сделать для них. Но у проекторов есть особый дар. И многие даже не подозревают об этом даре. И это просто потрясающе. И в этом, дорогие проекторы, ваша сила. Например, я могу сидеть рядом с проектором, который даже не знает о своей механике, даже не знает о том, что он проектор, и вдруг он начинает говорить о том, или рассказать какую-то историю, или сказать что-то, что очень важно для меня. Например, вот я один раз сидела с одной женщиной, проектором, очень близкой мне, и она вдруг сказала: в твоем теле неправильная программа, и тебе нужно эту программу изменить на правильную. Мы, конечно, говорили о правильном питании с ней. Именно это она имела в виду. Она не знала, что я была в эксперименте и экспериментирую с дизайном. Но, в принципе, эксперимент – это и есть изменение программы в теле с некорректной на корректную. И это, конечно, потрясающе. Часто я также читаю во всяких форумах, читаю проекторов, которые пишут о себе как очень такой энергетический тип, такой беззащитный, такой несчастный, и жалуются, и говорят: вот, генераторы, если бы мне эту энергию, я бы столько всего сделал. Какие же они дураки, что не понимают своей силы. Вот, жалко, что я не генератор и такое прочее. Дорогие проекторы, вы ошибаетесь. Генератор на самом деле ничего не может сделать со своей энергией сам. Генератор – это слуга, можно сказать, даже раб жизни. И ничего не может решить, и ничего не может сделать. Только жизнь может решить. Я дам свой пример. В начале своего эксперимента, я уже 3-й год экспериментирую, и мне казалось, что я на неправильной работе, и как генератор должна уволиться с этой работы и ждать, пока жизнь не предложит мне работу, которая подходит мне. И я просила сделать мне очень много сакральных сессий, очень много сакральных вопросов, чтобы прояснить, что же мне делать с этим. И вот я уже 3-й год прошу делать эти сакральные сессии. Не представляете, сколько уже вопросов мне было задано. У меня до сих пор нет ясности в этой ситуации с моей работой. То есть мне нужно оставаться в этой ситуации, пока жизнь сама не решит и не принесет что-то и сделает что-то. То есть нельзя этим управлять. Сейчас я хочу обратиться к некорректным проекторам, рассказать о том, что чувствует генератор, когда некорректно пользуется его энергией. Иногда бывают такие ситуации у генератора, и у меня тоже, что что-то пошло не то, и аура очень ослабленная. И проектор часто чувствует это, вот, он ослаб, и сейчас я что-то попользуюсь этой энергией, что-то он сделает для меня.
И проекторы, поверьте мне, эта способность манипуляции у вас очень сильная. Вы можете заставить генератора, чтобы он сделал что-то, что вы хотите. И генератор даже не заметит этого. И я в такие моменты чувствую, что мне просто хочется умереть. Это такая фрустрация, это ужасное ощущение. И, пожалуйста, не делайте этого. Вы можете таким образом даже заставить генератора убить себя. Не разрушайте жизнь. Вы не представляете, насколько это сильная у вас эта сила манипуляции. Пожалуйста. Хочу вам сказать, дорогие проекторы, что я очень вас уважаю, преклоняюсь перед вашим даром. Очень вас люблю. Пожалуйста, учите дизайн человека, экспериментируйте. Вы очень нужны нам, генераторам. Только вы можете навести порядок в этой энергии жизни. Удачи вам. Bye.